Здрасте, друзья, здрасте, Мария. Добрый вечер, Михаил. Как-то отделять друзья и Марика. Вот Мария не друзья. Можно подумать. Друзья мои, Мария. Так, подождите, одно не мешает другому, да. О, правильно. Итак, друзья мои, да. Да, значит, и Мария тоже. Тема сегодня интересная. Тема называется «Боли, психотравмы» и что все это повторяется. Вы знаете, во всем мире за преступления против детей наиболее жестокие наказания. Почему? Потому что если вы своего ребенка в детстве били, это может быть на всю жизнь психотравма, и она может повлиять на всю жизнь человека. А то, что все там подростки дерутся или взрослые, никак ни на что не влияет, если, конечно, кто-то кого-то не убьет. Так вот, все, что происходит в детстве, оно действительно имеет отношение к последующей жизни. И это все повторяется. Повторяется так, как человек сам уже, имеющий определенную психику, которая сформировалась из-за его психотравм, живет, к сожалению, психотравмой, и об этом мы сегодня поговорим. Хорошо, как работает психотравма, как вам кажется, есть ли она у вас? Звоните, описывайте этот процесс. У меня, конечно, есть. Так у всех есть. Я звоню, описываю. Это святое для всех. Я, Михаил, вам зачитаю вот какое сообщение от Алены. Угу. Здравствуйте, Михаил. Хочу спросить, почему такое происходит в моей жизни и что нужно исправить? А именно, я мечтала в юности об одном, а по факту выходит совсем наоборот. То есть мои желания, они совершенно не исполняются. Не совсем, возможно, это связано с психотравмой, хотя... Вот если проследить путь человека, как он к этим желаниям идет, мы увидим, что человек, который психотравмированный, он все время наступает на одни и те же грабли, и желание его все время отодвигается, потому что он, не, как сказать, его дорога, она не ведет к этим желаниям. Почему? Потому что отчасти мы отрабатываем свои психотравмы вместо того, чтобы жить здесь и сейчас. Но сейчас будет, это такая реклама, а потом я вам более подробно все расскажу. Давайте поговорим о психотравмах. Еще раз, для тех, кто подключился. Боль, психотравмы. Люди, которые испытали это в раннем детстве, очень часто переживают это всю жизнь дальше. Как и почему, сейчас поговорим. Я сказал, что я весь ходячий психотравмы, я вам поясню конкретнее. Во-первых, когда я родился, я, конечно, не помню этого, по воспоминаниям родителей, я 2 дня пытался дубы дать, в ящик сыграть и коньки отбросить. И выглядело это следующим образом. Вот мама, значит, и говорит, вроде он у вас уже не дышит. Мама, давай рыдать, говорит, не-не, вот вроде задышал. И так, по-моему, было около 2 суток. То есть я то пытался помереть, то обратно оживал. Конечно, я этого не помню, но это как-то на мне сказалось. Из того, что я помню, на мне сказалось, что я в детстве пытался утонуть. Нечаянно, конечно. Это не был суицид, Мария. Смотрите, мне было лет 5. Нет, Михаил, я хотела сказать, что вы берете очень далекую такую психотравму, которую сами не помните, а помните только со слов матери. Вот я беру специально другую, которую помню. Вот, это потому, что уже подключаются слушатели, в частности Александра, и просят именно уточнить определение психотравмы для понимания беседы. То есть какой случай может считаться психотравмой? Даже дело не в самом случае. То, как этот случай повлиял на вашу психику. Вот я возьму простой пример. Многих детей, моего поколения, а уж их родители 100% лупили. Кого-то лупили, он что-то надел, пошел в школу. А кого-то лупили, и он стал жертвой. Это на всю жизнь. Или он стал агрессором и преступником. Это тоже на всю жизнь. Это индивидуально. Или, например, насилие, я имею в виду сексуальное. Кто-то вообще забыл об этом через 5 минут, а кто-то стал больным человеком со всем этим набором заболеваниями, первый из которых это фригидность, сексуальная холодность. Поэтому это все зависит еще от того, как психика все это принимает. Но я еще раз повторяю, преступление против детей везде карается жестко, именно потому, что это на всю жизнь, как правило. Так вот, 2 раз я пытался утонуть, плавать не умел. И вот сейчас, когда мне уже скоро 60, я когда начинаю плавать, я задыхаюсь. И я понимаю, что, в смысле, дышать не могу никак нормально научиться дышать, потому что я начинаю как бы захлебываться. Вот чтобы было понятно.
Я привожу очень часто пример для тех людей, которые обвиняют во всем родителей, что бывает ситуации, в которой родители не принимали, принимали участие, но косвенное. Когда маленький ребенок, я не знаю, до года, например, попадает с каким-то детским заболеванием типа стафилококк золотистый в стационар, где 4-5 дней находится без мамы. Все, он выходит оттуда, говоря по-русски, полным психом. Потому что у него тут же теряется чувство защищенности, у него ощущение, что такая его... травма брошенности. Абсолютно, конечно. И он уже, так сказать, ничему не верит, уже в свои 8 месяцев и всего боится. И опять же, как это переносится на следующую жизнь, что, например, ты встречаешь партнера, и вот здесь вот у тебя проявляется вот этот стрём, что партнер, конечно же, тебя как родители бросит. Мария не зря со мной не первый год уже, так сказать, сидит за соседним столом. Давайте слушателя возьмем. Здрасте. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Катя. Мне 22 года, и у меня вот такая ситуация, а после вопрос, хорошо? Пожалуйста. В общем, мои родители, они сами по себе холодные люди были. И в 5 лет так получилось, что мама покончила жизнь самоубийством, а отец то ли на этом фоне, то ли он вообще такой был изначально, я даже не могу сейчас конкретно сказать, он меня не бил, но были какие-то моральные унижения, что не чавкой за столом, допустим, как-то грубо, мог как-то обозвать. Доходило до такого, что я даже, морально чувствовала себя с этим человеком некомфортно. Сейчас я с ним не общаюсь, я прекратила с ним полностью общение, но понимаю, что это влияет на мою жизнь, и это влияло на предыдущие мои отношения с молодым человеком, который продолжал себя так вести. Я из этих невротических отношений вышла, и сейчас стараюсь свою жизнь наладить. Так вот мой вопрос. Как мне себя настраивать, что я не жертва, что я не хочу испытывать эти ситуации, эти эмоции дальше, и как мне правильно выйти из этой ситуации? Спасибо большое за очень хороший вопрос и очень хорошую историю. Прошу прощения, сейчас я вам все расскажу. Итак, что мы имеем? Мы имеем человека, у которого в детстве были оба родителя неадекватные. Мама не просто с суицидальной наклонностью, но, во-первых, у нее депрессия, потому что суицид — это обычно, как алкоголизм, неотъемлемая часть депрессии. Ну и, во-вторых, мама, собственно, и погибла. Дальше папа, который тоже человек нездоровый, неадекватный, который все время унижает ребенка, не физически, так морально. Есть такое у нас сейчас слово модный абьюз. Папа-абьюзер. Теперь ребенок вырастает. Что с ним происходит? Так как речь идет о его родителях, о людях, которые формируют его психику во многом, не то что во многом, а почти они, так сказать, и занимают главное место в формировании психики в жизни человека, то дальше человек, головой понимая, что было тяжелое детство, что родители неадекватные, мама погибла, с папой я не общаюсь, тем не менее, психологически выбирает людей с тем же набором качеств. Я сейчас утрирую, но это так и выглядит. Что и у родителей. Например, мужчина, который будет тебя унижать, оскорблять и так далее. Почему? Потому что психика настроена таким образом, слушайте внимательно, у ребенка психика не сопротивляется родителям. То есть природа так заложила устройство психики у человека с рождения, так как наши предки, и мы в какой-то степени должны всю жизнь были обороняться от врагов, которые хотят нас съесть, то родители были теми людьми, против которых психика не имела никаких оборонительных, как бы вам сказать, ресурсов. Психика не предполагала, что от них надо тоже обороняться. Поэтому я об этом на лекциях часто рассказывал, что если, как я говорил, ваша мама тушила о вас сигареты, то это не потому, что она вас любила, а потому, что она была больным человеком. И дети, как правило, думают, что все мамы тушат об детей сигареты. Я так один раз сказал на лекции, встала женщина и сказала: «Михаил, моя мама тушила об меня сигареты».
И это, кстати, было только... Мне очень интересно, передо мной монитор, на нем написано: Станислав, Михаил, доктор, только вы можете удержать курс на позитивный лад в нашем настоящем. Старайтесь оправдывать ожидания Станислава. Да. Вот это та самая позитивная лекция, о которой Станислав даже не мечтал. Так вот, родители, у ребенка нету сопротивления родителей, в раннем возрасте, там, до, по-моему, 3 лет или до 4, потому как психика устроена. И поведение родителя прямо на подкорку ребенку ложится, то есть ребенок считает, что это так жизнь устроена. Потом, когда он вырастает, он начинает критически относиться к жизни, к родителям и понимает, что не жизнь так устроена, а это конкретно у него в семье было. Дальше идет обида на родителей, психология жертвы, то, о чем вы спрашивали только что. Как эту проблему решить? Я могу говорить о себе и о своих правилах, и о своей методике. Значит, вы, во-первых, признаете за собой, что у вас есть влечение, может быть, оно есть, к людям, напоминающим издалека вашего папу или вашу маму. И вы это говорите: ну да, вот есть такая проблема. Далее вы начинаете с людьми, которые вам нравится общаться, это важный момент, потому что многие люди пытаются механически перейти к другим людям, у которых нет этих качеств. Но, к сожалению, они не испытывают к ним влечения, потому что это люди из другой жизни. А Фрейд в свое время пошутил по этому поводу. Он сказал, что мы можем влюбиться только в тех, кого знали раньше. То есть, если человек у вас не вызывает каких-то ассоциаций детских, то он для вас, в принципе, пустое место. Ну так вот. Дальше что происходит? Слушайте внимательно. Вы начинаете мутить с этим парнем, и вдруг этот парень говорит вам: слушай, что ты чавкаешь, как свинья за столом? Дальше вам это неприятно. С одной стороны, вас влечет к такому парню, потому что это «здравствуй, папа». С другой стороны, вам это неприятно. И вот вы, исходя из 3-го правила, говорите: милый, мне не понравилось, как ты со мной разговариваешь. Дальше у вас есть пара-тройка опций. Одна из них: мне уже все нравится, но дальше возвращаетесь к отцу и становитесь жертвой. Или, если это не так, то вы можете сразу уйти после этого или сказать еще раз: скажешь, я уйду. Что вы делаете? Вы пытаетесь поломать этот психический стереотип, что вас влечет к таким людям. А вас будут... у меня такая же была проблема. У меня родители, не могу сказать, что они холодные, они, наоборот, слишком горячие были. Мама меня лупила, и... я все время добивался, видимо, внимания родителей. Папа я тоже боялся, что меня будет за двойки наказывать. Вот. И в результате, когда я вырос, я прямо обожал девчонок, которые на меня не обращали внимания. Это тоже такая же проблема, как у многих других. Но я от этого вылечился. Теперь мне совершенно не интересны люди, которым я не интересен. У меня нет никакого желания или потребности заставить их себя полюбить. Но на это ушло время. Вот вы можете сделать то же самое. Вы говорите своему молодому человеку, что вы не будете с ним дальше общаться, потому что вам не нравится. Что произойдет психологически? Психологически вы начинаете этих людей и свою психотравму детскую обесценивать. То есть не вы страдаете и бегаете за папой, бегаете за мамой, чтобы они хотя бы вас на руки взяли, по голове похлопали, я не знаю, хоть как-то внимание обратили, а вы сами соскакиваете. И ваша психика начинает обесценивать этот светлый детский образ, и через какое-то время, у меня на это много ушло времени, у меня ушло около 2 лет, но я был, во-первых, первый, во-вторых, мне уже было много лет. Так как вы человек молодой, и вы это сделаете гораздо быстрее, и теперь вы хотя бы уже точно знаете как, я все время пробовал, да, вы уже теперь по готовой методике, я думаю, около полугода, и вы забудете этот светлый образ, похожий на папы, вам будут нравиться парни, которые будут говорить: слушай, я не очень громко чавкаю, ты не считаешь, что я чавкаю? Про себя он будет спрашивать вас. А говорит: да ладно, ешь с открытым ртом, я привыкла с детства, я сама так ела. Шучу, поехали дальше. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена, город Вологда. Я бы хотела рассказать свою историю небольшую. Елена, а почему в городе Вологде считается, все говорят на букву О, а вы говорите нормально, без буквы О? Вы там родились в Вологде?
Я из Вологды, родом из Вологды, да. Не знаю, почему-то так получается. Никто не окает? Уже давно. Не знаю, почему окает. Моя мама окает, например. Понятно. Михаил, вы должны были сказать, где, в Вологде где тогда. В Вологде где резной предмет. Так же не екают, а окают же. Ну-ну. Не отвлекаемся от травмы. В общем, когда я была маленькой, моя мама очень много работала и оставляла меня с бабушкой. Вообще считается, бабушки должны холить или леять своих внуков, а вот меня, к сожалению, лупили за любые оплошности, за то, что, например, упала, порезалась, запачкала одежду, за то, что я не ем, например, или не хочу что-то. И поэтому вот с бабушкой отношения вообще не сложились. Честно говоря, я ее терпеть не могла. И вот сейчас я стала мамой, сыночку полгода, и я не могла понять, почему меня раздражает моя свекровь, моя мама как бабушка, и мне тревожно оставлять ребенка с ними. Я вот поняла, что, скорее всего, где-то на подсознании я боюсь оставить ребенка из-за своего вот этого детского опыта. Потому что я всегда хотела, чтобы моя мама забрала меня от бабушки, скорее пришла с работы, и уже я с бабушкой не оставалась. И я понимаю, что с этим надо работать, и буду с этим работать дальше, потому что бабушки очень хорошие, внука очень любят, и не хотелось бы транслировать свою тревожность на моего ребенка. Спасибо вам большое, Михаил, за вашу передачу. На здоровье. Если вы просто оставите и будете какое-то время нервничать, то со временем, я думаю, вы успокоитесь, поняв, что никто ребенка не лупит, вашего уже. Я вам желаю успехов. Друзья мои, вот психотравмы, в чем, собственно, проблема психотравм? Они могут остаться на всю жизнь, они могут повлиять на психику, они могут сделать из вас или агрессора, и человека жестокого, или, наоборот, жертву. Это зависит от того, на какой психотип попадает психотравма. Если, так сказать, сильная личность, даже в детстве, то он может стать агрессором, если слабый и подавляется, то может стать жертвой. И что ж получается? Получается очень грустная история, что после того, что ребенок пережил психотравму, он уже начинает... Да, тут еще любопытная деталь. Он часто не одну психотравму пережил. Почему? Предположим, мама лупит ребенка. Слушайте, она же неоднократно его лупит. Или папа все время третирует детей. Он же не один раз это говорит. Речь идет о том, что мама лупит постоянно, папа, я бы сказал, козлит каждый день. И в результате это становится, ну, как сказать, ну, что ли, общим местом. То есть ребенок уже начинает формироваться, у него реакции психически формируются, он плакать начинает, он начинает расстраиваться, он начинает не любить себя, у него понижается самооценка, он считает себя плохим. И постепенно это становится его психологическим портретом. Вот о чем речь идет. Бывает, когда однократная психотравма влияет, бывает, когда это просто такая семья, ну, как бы ненормальная, нездоровая, и ребенок таким образом формируется. И дальше он как бы всю жизнь начинает отыгрывать этот сценарий. Он знакомится с такими людьми, он вступает с ними в такие странные отношения. Вот, например, дети, которым не хватало родителей, они, вот их бьют, например, ну, муж бьет жену, предположим, да, они все равно не уходят. Не потому, что они прощают, а потому, что они, во-первых, к этому привыкли с детства, а во-вторых, они очень цепляются за отношения, и когда у них нет отношений, они страдают, как любой ребенок, который там в 3 года. Понимаете, когда вам 40 лет, и ваша подруга говорит: слушай, что ты ноешь, а? Ну ты одна, и что дальше? Нельзя все время с мужиками, отдохни. Но когда 40 лет, да, а когда тебе 3 года, и ты один, а родителей нету, они тебя бросили одного дома, и где-то пьют на улице, то у тебя совершенно другие страдания, не как у 40-летней женщины. И они вызывают чувство боли. И дальше, когда тебе 40 лет, ты эту боль пережить не можешь, поэтому хватаешься за людей, за любые отношения. Вот так это примерно работает. Зачем нужен психолог в этой истории? Может ли психолог стереть из памяти психотравму? Ну, стереть он ее не может, но он может сделать так, что она становится, как сказать, эмоционально, психологически нейтральной. То есть боль отпускает. То есть как бы это с вами было, но у вас не болит. Вы уже как бы всю жизнь не отыгрываете этот сценарий. Вы не посвящаете всю жизнь прыганию вокруг вашей психотравмы.
То есть психолог, прорабатывая эту проблему, и разные есть психологические школы, которые по-разному, там, психоанализ, гештальт-терапия, телесно-ориентированная, рациональная терапия, их много. Вот, и какими-то методами, ну, каждому, наверное, что-то свое подходит. Люди часто ищут своего психолога, это тоже не так просто. Вот, и человек с этой психотравмой живет, как бы ее не замечая. Она на нее не влияет, ему не больно, он об этом не думает. У него проходит обида. Дело в том, что вы сами подумайте, ну какое счастье, если человек все время думает о том, как несправедливо поступили с ним его самые близкие люди, мама и папа. Как он может быть при этом счастлив? И, короче говоря, психолог помогает избавиться от этой психотравмы. Успеем мы до перерывчика еще звоночек принять? Успеем. Добрый вечер. Здрасте. Алло. Говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте, Михаил, здравствуйте. Мари, меня зовут Ирина. Я хотела бы поделиться, да, вот этой вот проблемой. То есть у меня отец, например, ну, как в детстве, что было, например, когда у меня математика не шла, там тетрадки летали, да, он мне не давал спать до тех пор, пока я не задачу не решу. Вот, при переезде там была какая-то пощечина, вот, и кроме того, просто, понимаете, у него мать умерла от врачебной ошибки, и, возможно, он таким образом срывался на мне, да, то есть он не мог принять эту ситуацию по поводу ранней смерти его матери, ему было 26. Но бог с ним. Кроме того, человек патологически скуп, и это продолжается до сих пор. Так вот, я хочу сказать, что я это все переработала, слава богу, у меня силой воли все прекрасно, то есть я с ним практически не общаюсь. Он не звонит мне, я не звоню ему. Вот, и мне все легко и просто. Единственные последствия, которые у меня сейчас есть, то есть как только человек, мужчина, пытается мной управлять, доминировать, я тут же ухожу, потому что мне не нравится, я сама по себе личность сильная, да, как только вот эти влияния на меня, поползновения некие начинаются, я просто отскакиваю. Очень хорошо, вот. Согласитесь? Да. Да. А вопрос-то какой у нас минута? Вопрос какой? Говорю, что спасибо вам, на самом деле, да, потому что действительно трудный процесс. Если как бы человек продолжает вот это, да, играть в палач-жертва, вот, и все отношения ему, в принципе, так и складываются, да, если женщина получала насилие со стороны отца в детстве, она потом такого же палача и ищет. Нужно просто поменять, да, вы знаете, спасибо большое, я подумал, что те женщины, которые говорят, я хочу сильного мужчину, чтобы заняться каменной стеной, это уже психология жертвы. Сильная женщина с каменной стеной в принципе не нужна. Как сказала Шер своей маме, мама, то есть сказала певица Шер, тебе нужен крепкий мужик, чтобы могла на него положиться. А Шер сказала, мама, я нашла его, это я. Сообщение или со звонка, Михаил? Давай хоть сообщение. Давайте так не почитаем. сразу будем кидаться в воду головой. Константин спрашивает. Меня в детстве избила группа одноклассников. Родители сказали, что я сам виноват. Я живу один, постоянная тревога и подозрительность. Есть проблемы сближения с людьми. Сложно вообще с кем-либо сблизиться. Это мешает карьере и личной жизни. С чего начинать, как исправить? Идти к психологу. Дело в том, что, чтобы не крутиться вокруг одной и той же темы, родители меня обидели, мой папа алкоголик, меня бросил, моя мама сдала меня в детский дом, в интернат, надо идти к психологу. Почему? Потому что обида на родителей является такой же психотравмой. И представьте, что такое, вот птички поют, солнышко светит, но в нашей, так сказать, средней полосе снежок идет, и крещенские морозы наступили, а в это время в вашей голове есть чувство несправедливости и обиды, и это на всю жизнь. Вот как вы можете быть счастливым? Как вы можете радоваться? Правильно ответ – никак. И чтобы от этого избавиться, надо идти к психологу. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Меня зовут Юлия, мне 46 лет. Значит, моему мужу 43 года. Над ним мачеха издевалась физически и морально. И просто сделала из него раба. Он сбежал из рабства, но мачеха как бы этому сопротивляется. Да? То есть она его дергает там через родственников, через знакомых и так далее. Вот. Вы рекомендовали слушателям, что когда есть какие-то токсичные родственники, то нужно сказать такую фразу: «Я тебя люблю, скучаю, но общаться я буду только на своих условиях». Ну, во-первых, она не родственник. Я прошу прощения. Это когда мы говорим о родственниках. Мачеха не является родственником. Так.
Вот вопрос такой, значит, как лучше сказать моему мужу, мачехе, по поводу того, что он ее не любит, не скучает, и чем реже он ее видит, тем лучше. Вот слушайте, а вы звонили ведь уже, да? Раньше. Мы с вами, по-моему, уже разговаривали. Да, разговаривала. Смотрите, какое дело. Ваш муж же не ребенок, поэтому он сам найдет, что сказать. Это первое. Второе. А зачем вообще говорить? Как сказать? А зачем говорить? Не хочет, он может не общаться, тем более она ему не мать. Давайте разберемся в этих ситуациях. Если мужчина усыновляет или удочеряет ребенка, то он уже как бы не отчим, он как бы уже как отец, но не биологический. Если мать удочеряет или усыновляет ребенка, она тоже как мать, хотя не биологическая. А если мы говорим о том, что мама, как этот был гениальный фильм «Мама вышла замуж», Мари, смотрели? Напомните. О, та еще молодой Коля Бурляев. Обожаю Люсьена Овчинникова и Олег Николаевич Ефремов. Он подросток такой, на мотороллере что-то развозит, а его мама мутит с Ефремовым. Ну, я помню, что мутит, а вы на что хотите обратить там внимание? Какой фильм хороший был. И он возненавидел этого мужика, который залез в их жизнь, а Ефремов очень терпеливо себя с ним ведет. Так вот, поехали дальше. Вечер добрый. Здравствуйте. Владимир, город Иваново, Михаил. Сначала хотел бы сказать спасибо вам большое за вашу передачу и обратиться с таким вопросом. У меня семья, 2 детей. Вот. Сам я человек вспыльчивый, взрывного характера. И я боюсь, что вот эти вот мои взрывы, так скажем, они плохо скажутся на детях. Детям 5 лет, двойня, с ними очень трудно бывает. Вот. Что можете посоветовать в этой ситуации? Я не хочу, чтобы они выросли, так скажем, с травмой из-за моего вот такого поведения. Ну, во-первых, хочу сказать, что вы молодец, что вы хотя бы понимаете, что у вас есть проблемы, и ради детей готовы ее решать. Большинство родителей, у них критика вообще напрочь отсутствует. Они вообще никогда не признаются, что они там вспыльчивые или агрессивные. Вы молодец. Второе. А тут в зависимости от уровня проблемы, от психолога до психоневролога. Почему? Потому что если есть какая-то у вас психотравма, из-за которой вы не контролируете эмоции, это одна история. Если вы человек агрессивный и не можете с собой совладать, то тут уже может быть речь идти о враче-психотерапевте, потому что может быть даже медикаментозное лечение. Я по радио не могу понять уровень проблемы, поэтому говорю и о том, и о другом. Но надеюсь, что психолога будет достаточно. Вот, пожалуйста, вот звонит человек, ответственный отец, который понимает. Дело в том, что жалуются, друзья мои, обычно жертвы. Так называемые палачи, просто в психологии принято давать название жертвы и палачи. Палачи, как правило, вообще не жалуются, потому что это же они там бьют детей, они кричат на детей, у них-то нет проблем, на них никто не кричит, их никто не бьет. Но когда человек говорит, я сам боюсь, что это может причинить вред детям, это хороший отец, и я думаю, что он эту проблему решит. А вообще надо, конечно, начать с психолога, потому что у вас может быть несколько причин такой эмоциональной несдержанности, начиная от той психотравмы, которую мы сегодня обсуждаем, и заканчивая генетикой, что вы там в кого-то пошли, и этот кто-то тоже имел такую эмоциональную проблему. Кстати, могу вам привести интересный пример. Человека, которого все знают, ну хотя бы о нем знают, что он существовал. Мама Иосифа Сталина, звали ее Кето, была некрасивой женщиной и никак не могла выйти замуж. Единственный человек, который к ней сватался, это был Виссарион. Он был алкоголик. И кроме того, что он был алкоголик, он из семьи бандитов. И там были насильники и убийцы у него в роду. И вся деревня, Горе, в которой все это происходило, отговаривала маму Сталина, он еще не родился тогда, выходить за него замуж. Но так как вариантов больше не было, она вышла за него замуж. Что произошло потом? Виссарион действительно вел себя как алкоголик и вел себя как человек из такого рода преступников.
Он избивал всех. Он избивал ребенка, он избивал его мать. Он выкинул однажды мелкого Иосифа, в 7 лет ему было Иосифу, на мороз зимой, ночью, и Иосиф отморозил себе ноги. Если вы обратите внимание на хронику сталинского периода, Сталин всегда ходил в теплых сапогах или в валенках даже. Такие были белые бурки у него, потому что у него были отмороженные ноги. Вырос он абсолютно болезненным ребенком, с очень скотским характером. Те, кто с ним в школе учился, отмечали, что он такой годливый был. Сзади любил нападать, из-под тишка. Был, такой не очень приятный человек. Ну и дальше, по мере его взросления, все это усугублялось. Однажды его отметили рабочие, потому что в очередной раз всех рабочих повязали, а его отпустили. Один раз повязали, его отпустили. Второй раз всех повязали, его отпустили. А на 3-й раз Иосифа нашли в кармане удостоверение вот этого негласного агента по полиции. После чего его избили, он полгода провел в больнице. Интересная, конечно, биография, но кроме того, что биография интересный бэкграунд, интересно вот его родители. Поэтому вот так вот психотравмы наследственные могут передаваться. Но даже наследственные психотравмы не оправдывают поведение, которым известен, простите, Сталин. Вы сейчас это рассказали, к чему, Михаил? Я вот как раз заслушалась даже. Не то, что мне жалко маленького Иосифа было, вот, просто я рассказываю, как это работает в жизни. И хочу сказать вот еще что, друзья мои, когда вы говорите, как Леонов в фильме «Обыкновенное чудо», это вам не дядя по материнской линии заговорил, вы делаете большую ошибку. Почему? Когда вы сваливаете постоянно свои проблемы на родителей, то есть все, что у вас там не получается, где у вас проблема возникает, вы не можете на работу нормально устроиться, у вас не складываются отношения в паре и так далее, говорите, это у меня от отца, это у меня от матери. Вы в этот момент становитесь 3-летним, 5-летним ребенком, совершенно безответственным, и перестаете быть взрослым человеком. Не надо так вообще, думать даже об этом. Отвечайте за себя сегодня и сейчас, потому что сегодня и сейчас вам не 5 лет, у многих родителей вообще уже в живых нету, и если вы будете продолжать дальше валить на детство, вы никуда с этим не уедете. Поэтому мой вам совет, отвечайте за себя сегодня. У нас звоночек возьмем, может? Точно. Добрый вечер. Здрасте. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, 25 лет, проживаю в Москве. Значит, что у меня произошло? Где-то в возрасте 8-9 лет мать изменяла отцу и брала меня на встречу со своим любовником. И к тому времени отец уже с нами не жил. Мама вообще не боялась? Или он уже не жил? Какая разница? Значит, она не изменяла? Нет, он не жил с нами, он работал в другом городе, но брак как бы у них был. Вот, все, что я делал, это плакал и говорил маме постоянно, что не хочу никого видеть, кроме своего отца. А мама не боялась, что вы ее сольете просто? А отец знал об этом, он простил ее, и до сих пор они счастливы в браке. О, как бывает. Вот. Так, рассказывайте, вот. Тоже интересно. Вот, и, значит, мать у меня по типу достаточно импульсивная, и из тех женщин, которые любят производить своих мужчин, поплакаться, поделать мозги и так далее. У меня были отношения, где первая девушка моя, она была очень на нее похожа, но я с ней расстался и нашел себе другую девушку, которая абсолютно отличалась от моей матери, спокойная, терпеливая, любящая и так далее. Но в этом году она попала в психическую больницу, и у меня подозрение, я не знаю, какой диагноз, но подозрение, что шизотипичное расстройство личности, она уже вышла, мы вместе живем, вот, но мне кажется, что я получил еще одну психотравму, вот, то есть я нашел человека отличного, сам это понял от своей матери, но в жизни произошло вот такое у меня. И сейчас я чувствую себя заложником ситуации в том плане, что девушку я люблю, но не знаю, как дальше строить семью, отношения, как это скажется на будущих детях. Вы же могли все это узнать у нее или с врачом поговорить, хотя врачи не дают информации по пациенту.
никакой информации не дают. А девушка что говорит? Пытался с ней разговаривать, на таблетках сидим, но, не знаю, грубо говоря, расстаться я не могу сейчас, потому что прошло всего там 4 месяца с ее вот этой вот, с ее нахождения в психической больнице. Ее поведение, вот ее что, взяли на ровном месте и положили, или ее поведение к этому? Нет, я был в командировке, и получилось так, что она пропала. Я вызвал своего родного брата, он приехал ко мне на квартиру, где она была, и они вскрыли замок, она лежала там без сознания, ничего не ела, ничего не пила, в телефоне нашли записки очень странного и психически нездорового состояния, ну, записки самой себе. Вот. Да, тут невольно задумаешься, что с этим делать дальше. Я очень сочувствую. Да, друзья мои, жизнь штука непростая. Вообще, вы, если будете ориентироваться на свои эмоции, к чему я призываю в своих 6 правилах, вам вообще многое откроется, и вы какие-то проблемы будете решать до того, как вы в них попадете. Что такое ориентироваться на эмоции? Вы вот встречаете человека, у вас с ним какие-то отношения завязываются, вы при этом что-то чувствуете. Вы можете чувствовать как что-то хорошее, так и что-то плохое. Что делают люди, невротики? Они говорят фразу, за которых сами хочется убить. Они говорят фразу такую: «Михаил, но я люблю его». «Я люблю его», она говорит на то, что он ей молотком череп разбил, так-то минуточку. Я не шучу, это реальная ситуация из моей практики. И вот это «но я люблю его» очень напоминает историю про ребенка и его родителей. Понимаете, когда мать избивает своего ребенка, ребенок на это говорит: «но я люблю ее, это моя мать». И вот эта психотравма, она, когда человек уже взрослый, продолжает вместе с ним жить. Но когда ребенку 3 года, его никто за это не хочет убить. Ну, понятно, он ребенок, он свою маму любит, но когда ему 50 лет, он это говорит, уже не смешно. Звоночек возьмем? Давайте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте еще раз. Михаил, здравствуйте. Я очень рада вас слышать. Рада, что дозвонилась. В общем, можно небольшую предысторию? И пожалуйста. Вопрос чуть-чуть не по теме, но так как эти моменты взаимосвязаны, я думаю, вы особо не огорчитесь. В общем, ситуация такая. Будучи я 18-летняя девчонка, влюбилась в мужчину, которому на тот момент будет 31 год. Вот моя влюбленность развивалась с дикой скоростью. Я вот, правда, в нем любви не чаяла, все, как вы говорите, пелена на глазах, ну и все тому подобное. Вот, прожили мы в любви и в радости 1,5 года, после чего начали ругаться, недопонимание, ну, все в этом духе. Разошлись мы на 4 месяца. Вот, по итогу этих 4 месяцев невыносимых, причем от этого расставания, он появляется и хочет объяснить главную причину того, почему мы с ним расстались. Он мне признается в том, что он меня изменил в тот момент. От этого и все ссоры пошли, ругани. Вот, прошло буквально 2 дня. Все эти 2 дня поступали на мой телефон смс-ки и звонки о том, что прости, нам нужно опять заново. Но продержалась недолго, 3-4 дня, и мы с ним помирились буквально на 10 месяцев. Это были самые ужасные 10 месяцев. Это была постоянная ревность, недоверие. Лазила в карман за телефоном, читала смс-ки, и причем даже находила, что почитать к чему придраться. Так вот, по случаю того, что я слушаю ваши лекции, почти все, наверное, уже прослушала, я поняла, что это просто зависимые отношения. Ну, естественно, это все тянется из детства, так как оно у меня было тяжелое. А в чем ваш вопрос? Что еще раз? В чем ваш вопрос? Вопрос таков. В общем, на этот Новый год я узнала, может быть, год будет звучать об еще одной измене. И я действительно уже хочу уйти, очень сильно хочу.
Ну, я не знаю, как это сделать. Дошло уже до того, что у меня в моем молодом возрасте уже язва желудка. А так вопрос в чем? Как уйти? Вопрос, да. Ногами. Ну, это понятно. А в чем проблема-то? В чем проблема? Проблема в тяге. В чем? Какой-то... Жить охота нормально жить, общаться с людьми, заниматься какими-то своими делами. Вы сказали, проблема в тяге? Что еще раз? В чем проблема? Проблема в том, что такое ощущение, что я без него жить не могу. Вот давайте я вам коротко на ваш вопрос отвечу, как уйти. Признать, что здесь никто никого не любит, а вы как наркоман просто зависимый, вот и все. Но будет какое-то время ломка, потом пройдет. Это действительно тоже психотравма, потому что психотравмируемые люди, они когда вырастают, они уже не могут отделить зло от жизни, и они считают, вот как люди, которые там наркоманы, алкоголики, они не считают же себя большинство такими. Они говорят, ну вот всякая жизнь тяжелая, поэтому я там пью, курю, нюхаю и так далее. Так вот, вы когда говорите, вот меня тянет к нему, вот я как раз перед паузой об этом и сказал, я люблю его, да, то вы, к сожалению, выдаете все это за любовь, а это не к любви не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к зависимости, и вам надо, чтобы уйти, признать, что вы человек зависимый, что вы никого не любите, что и вас, собственно, тоже никто не любит. Там самолюбие, у вас зависимость. В общем, такие нездоровые отношения с двух сторон. И вам быстрее удастся соскочить, и вас не будет туда тянуть. Друзья, вот у нас минута осталась, что я хочу вам сказать. К сожалению, большинство людей, то ли в силу профессии, то ли не знаю почему, которых я знаю, в детстве переживали в той или иной степени психотравмы. Сейчас, когда они взрослые, они живут не очень счастливой жизнью, потому что они живут очень многие прошлым, очень многие живут переживаниями. Многие уже так сформировались, что не могут отделить то, что с ними было, то, что они сейчас взрослые люди, сами за себя отвечают. Они тоже, как все мы любим, сваливают на голодное детство деревянные игрушки, приколоченные к полу. Мой вам совет. Во-первых, понять, что вам мешает жить. Во-вторых, пойти к психологу и решать эту проблему для того, чтобы избавиться от психотравмы. Во-первых, вы перестанете испытывать чувство несправедливости и обиды. Во-вторых, вас перестанет тянуть на всяких нехороших людей и на всякие нездоровые отношения.